Всем привет! Сегодня мы с вами автоматизируем наш документооборот. Хотим ли мы генерировать коммерческие предложения, договоры на оказание услуг, договоры о неразглашении, любые договоры с любым уровнем сложности? Сегодня мы научимся это делать вместе. Наша работа будет состоять из двух частей. Сначала мы научимся правильно векторизовать данные, которые мы захотим использовать в нашем договоре. Допустим, если у нас есть какая-то библиотека абзацев или библиотека формулировок, которая принята в нашей компании, и мы часто используем эти формулировки, мы научимся с вами пробрасывать их в наши контракты с помощью искусственного интеллекта без изменений. Впоследствии мы также научимся работать с шаблонами. Допустим, если у нас уже есть устоявшиеся шаблоны, и мы хотим заполнять только выбранные места в этих шаблонах и не трогать остальные куски, которые трогать не следует. И это нас может привести к потрясающим результатам. Например, так, привет, подготовь мне контракт на доставку запчастей. Давайте представим, что мы логистическая компания. Туда обязательно включи 2 пункта из нашей библиотеки формулировок про ответственность заказчика и ответственность исполнителя. Договор будет между нашей компанией ООО «Рога и копыта» и сторонней компанией ООО «Мы едем вместе». Спасибо. Давайте запустим Workflow, чтобы увидеть, как это работает. Мы видим, каким образом отрабатывают, какие модули задействуются в нашем Workflow. Должна задействоваться векторная база данных. Да, отлично, потому что мы просили использовать наши формулировки. Так, теперь задействуется инструмент SendForSign. Это инструмент, который формулирует конечные версии договоров. Так, отлично, и у нас приезжает ответ от бота. Контракт на доставку запчастей между ООО «Рога и копыта» и ООО «Едем вместе». Вместо ООО, окей. Пожалуйста, проверьте информацию ниже. И даже нам предоставляют ссылку на то, чтобы мы посмотрели этот контракт. И даже ссылки для подписания, если там указаны получатели, а не указаны Илья Петров, Иванов. Давайте вместе откроем этот контракт. Так, что мы здесь видим? Стороны договора, заказчик, все верно. Исполнитель, да, могут быть какие-то ошибки, да, мы можем дописать ООО вместо ООО, идем вместе, контактное лицо верно. Смотрите, ответственность заказчика, заказчик несет ответственность за достоверность представления информации о грузе. Ответственность исполнителя в случае полной или частичной утраты груза, а также его повреждения. Откуда эти формулировки настолько точные он взял? Если мы сейчас откроем мой Google Drive и пойдем в формулировки и найдем, например, ответственность заказчика. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной информации о грузе. Проверяем. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной информации о грузе. То есть максимально точные формулировки, и наш контракт уже финально сформирован и готов для отправки. Нам осталось только указать наши имейлы правильно, да, имена, может быть, перебить и, в принципе, отдать ссылку на подписание, либо прямо отправить, используя этот интерфейс. Таким образом, это только что все произошло. Чтобы нам все это понять, нам нужно вернуться в наш Workflow N8N и разобраться с частями этого Workflow. На самом деле, Workflow состоит из 2 частей. Первая часть — это векторизация. Мы с вами уже несколько раз делали векторизацию, да, в прошлых видео, но сейчас мы будем векторизовать табличные данные, и будем делать это немножечко в другом ключе, то есть нам нужно несколько иначе работать с векторизацией, для того, чтобы наш флоу работал корректно и каждый раз безошибочно. И после этого мы создаем агента, который умеет принимать нашу речь, отсылать запрос в нужный нам инструмент, для того, чтобы формировался конкретный договор или документ. Но прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на этот YouTube канал, поставьте лайк, без этого вообще никак. И помните, что конкретно этот шаблон, который мы будем вместе с вами создавать, я прямо в конце видео нажму Download, сохраню и опубликую в нашем бесплатном телеграм-канале, ссылка на него будет в описании. Также там будет вторая ссылка на наш Про-канал. Это канал, где мы намного глубже уходим в автоматизацию и искусственный интеллект. Например, там мы вместе разбираемся, каким образом работать с файлами, с разными типами файлов. Если у вас, например, на Google Drive хранятся PDF-ки, Google Доки, Google таблицы, отдельные Excel-ки, каким образом это все векторизовать в одном Workflow совершенно автоматически и разбираться с этими типами на лету. Вот такие вещи у нас есть в Про-группе, обязательно ее тоже посмотрите. А сейчас мы начнем создавать нашу автоматизацию с нуля. Как всегда, мы пользуемся сервисом N8N, да, то есть вам нужно будет зайти сюда, на N8N.io, создать ваш аккаунт. Мы это уже делали в наших предыдущих видео, обязательно посмотрите, чтобы не повторяться и не растягивать видео до ненормальных масштабов. И как только вы создадите аккаунт, вы увидите очень похожий на этот интерфейс. Вам нужно будет создать
workflow. И после этого нажать здесь 3 точки, import from file и загрузить тот JSON, который вы возьмете в моем телеграм-канале. Весь workflow у вас появится прямо здесь в вашем workspace. А мы сейчас начнем создавать векторизацию заново. Итак, с чего все начинается? Наша векторизация всегда начинается с данных, да, то есть с файлов, которые мы хотим забрать для того, чтобы использовать их впоследствии для векторизации. Я не буду прямо конкретную ноду создавать с нуля, потому что вот конкретно вот этот процесс мы делали прямо пару видео назад, когда мы говорили про векторизацию, которая сама себя обновляет. Обязательно посмотрите. Мы будем использовать в этом видео прямо куски оттуда для того, чтобы сэкономить нам время. Все начинается с того, что мы подключаем наш Google Drive, да, с помощью соответствующих нод. Мы идем в наш плюсик, да, нажимаем Google Drive и здесь используем ноды, да, вот нас интересуют, вообще говоря, триггеры, да, on changes to a specific file или on changes involving a specific folder. Мы как раз используем folder. Здесь мы указываем, как часто мы хотим проверять ту или иную папку на Google Drive, да, вот мы каждую минуту проверяем файлы в папке Legal Docs. И если файлы новые добавляются, либо если файлы новые изменяются, мы хотим организовать цикл. Да? Циклы мы тоже с вами уже организовывали, посмотрите обязательно предыдущие видео. И дальше собираем все нужные нам данные, которые мы получаем из файла, в один единый пучок для того, чтобы с ними нам было проще работать. Допустим, мы исполним эту ноду, да, мы видим, что у нас новый файл добавился. Организуем цикл. Да? Первый бранч у нас есть. Обязательно, да, чтобы мы проверяли весь флоу, мы должны пошагово проходить по всем шагам workflow для того, чтобы прямо иметь представление о том, что происходит. И сейчас как раз наша любимая нода, да, которая собирает в пучок все наши нужные файлы. Смотрите, здесь есть нода, которая собрала наш файл ID, да, файл type это наш как раз spreadsheet. Файл title, да, то есть название файла, формулировки и непосредственно URL к этому файлу. И дальше мы хотим забрать контент этого файла для того, чтобы его векторизовать. Соответственно, нас интересуют две ноды. Первая — download файл, да, мы ее получаем ровно таким же образом. Мы идем в Drive, Google Drive, и здесь у нас есть нода, которая называется download файл, прямо ее забрали, да. И, соответственно, так как мы уже на предыдущих шагах получили файл ID, да, то есть мы об этом позаботились, вот он наш файл ID, мы прямо указываем файл, download, by ID, ID-шка у нас есть, выполняем ноду. Наш файл скачан. Теперь давайте посмотрим, а что же вообще говоря в этом файле, зачем мы его скачиваем. Мой файл выглядит вот таким образом, да, мы уже с вами видели. Здесь есть совершенно простая структура, здесь есть категория, заголовок, формулировка. Это сборник всех формулировок, которые мы используем в компании для того, чтобы составлять наше соглашение, да. Здесь есть про разные самые тематики формулировки, тут у нас их порядка 30 штук, да, у вас их может быть 300 или 3000. Мы для этого их векторизуем, для того, чтобы впоследствии точечно выбирать нужную формулировку, отдавать в нашу систему, чтобы формировался конечный контракт. Да, вот мы только что получили этот файл прямо с этими формулировками. И теперь мы хотим добавить ноду Google Sheets. Обязательно, да, как только вы встречаете сейчас Google Sheets аккаунт или Google Drive аккаунт, посмотрите предыдущее видео, мы прямо коннектили и Google Drive, и Google Sheet, все вместе коннектили, это все в разных видео можно найти, они все интересные, обязательно смотрите. Либо в нашей про-группе у нас есть прямо сборник отдельный, каким образом мы коннектим те или иные тулзы, все это в единой классифицированной системе лежит, можете прямо там это все посмотреть. Соответственно, мы забираем Google Sheet, да, нас интересует как раз Sheet 1, да, потому что идет на первой странице все наши формулировки, execute. И смотрите, какая красота. У нас скачался, да, у нас появился 31 item. И здесь мы можем прямо, если включим таблицу, мы видим, что row number 2, да, здесь есть настоящий договор. Да, вот, row number 3, все наши формулировочки, очень красиво, очень четенько, да, с заголовочком, с категорией, прямо все красиво и структурировано мы получили прямо из Google Drive. Отлично, нас это более чем устраивает, и мы готовы продолжать. Смотрите, теперь нас интересуют две ноды, да, одна называется Aggregate, а другая Summarize. Мы раньше этого никогда не делали, да, это уже так, более глубинная история с тем, как мы работаем с таблицами, потому что векторизовать таблицы нельзя просто в лоб как текст, да, мы должны научиться делать это специальным образом, чтобы потом наши векторизованные данные помогали нам, да, и мы с минимальными ошибками находили наши релевантные данные. Давайте подключим. Что такое агрегирование? Агрегирование служит для того, чтобы мы массив, да, вот на самом деле, может быть, мы не обращаем часто внимания, но нам предыдущая нода отдала 31 item, то есть наша нода отдала 31 элемент массива. С этим работать можно, да, но не очень удобно. Что если мы хотим все эти 31
элемент массива превратить в один массив с 31 элементом. Это разные вещи, да? Потому что с единым массивом мы потом можем работать как угодно. Для этого нам нужна нода aggregate, да, она для этого и служит. Мы хотим сагрегировать все данные, да, в поле data, то есть мы сами организуем массив с названием data и хотим туда включить все-все-все филды из предыдущей ноды. Делаем. И смотрите, с одной стороны мало что поменялось, да, но с другой стороны, если мы обратим внимание на нюансы, поменялось очень много. Теперь у нас один item, да, если мы включим JSON, мы видим, что теперь это item data, то есть массив, который называется data, у которого есть 31 элемент, да, то есть вот элемент номер 1, да, элемент номер 2, и тут наши формулировки в очень красивом виде, все прям в одном элементе, в одном массиве. И теперь, казалось бы, пора идти векторизовать эту историю, но ее просто так векторизовать не следует, да, и с нее сначала нужно сделать единый список, единую строку. Для этого существует инструмент, который называется саммаризация, это нода N8N, нативная, да, и здесь есть такой механизм, который называется конкатенация, то есть объединение строк в одну, да. Мы хотим забрать то самое поле data, которое мы получили на предыдущем шаге, да, сепаратор поставить, комма, запятая, то есть между элементами этого массива мы вставим запятую и будем слепливать все эти элементы в один. И в принципе нас больше тут ничего не интересует. Давайте выполним. Опять же, кажется, что мало что изменилось, на самом деле изменилось вообще все, да. Теперь мы имеем единое поле, да, concatenated data, и внутри этого поля, смотрите, что происходит. Весь наш массив собран в единую строку, и между элементами, которые раньше были разными элементами массива, теперь у нас запятая, да, то есть мы видим row number 3 начинается, вот, например, начинается row number 4, row number 5, и теперь это единая строка, но строка, которая сохранила очень важные элементы. Во-первых, в этой строке остались элементы, да, фигурные скобки, внутри которых завернуты наши элементы. Внутри фигурных скобок у нас всегда есть row number, for, да, всегда есть категория, потому что мы это забрали из Google Sheet, есть заголовок, обязанность, да, например, обязанность заказчика, и есть формулировка, сама формулировка, которая нас интересует. Но теперь это единая строка. А вот теперь мы готовы это векторизовать. Для того, чтобы векторизовать, нам понадобится нода Supabase Vector Store, да? То есть мы прямо так и пишем Supabase Vector Store, вот эту ноду прямо накидываем. Мы это, опять же, делали уже в предыдущих видео. Обязательно, я буду часто это повторять, обязательно сходите посмотрите, потому что там, например, мы занимаемся настройкой аккаунта, да, кредов Supabase. Это прямо обязательно нужно сделать, потому что мы почти в каждом видео используем Supabase. Также там будет указано, каким образом создается таблица, да, для векторизации. Это не классическая таблица, и мы прямо отдельно проговаривали, что такое векторные таблицы. Опять же, все там посмотрите, либо в прогруппе есть у нас отдельный пост, что такое Supabase и как создавать векторные базы данных. И здесь есть у нас очень важные штуки, да. Во-первых, эмбеддинги. Мы указываем OpenAI эмбеддинги, да. Здесь должен быть текст embedding 3 small. Умолчательный data loader, да. Не далее, как 2 видео назад, мы обсуждали, насколько же важно держать метаданные вместе с оригинальными данными, да. Опять же, мы будем сейчас экономить время, мы не будем проговаривать, зачем это нужно. Посмотрите обязательно в предыдущем видео. Но краеугольная штука для нас теперь, которую мы до этого не делали, да, сегодня сделаем первый раз вместе, это мы настроим Character Text Splitter, да. В чем история? Вы можете послушать разных людей, которые уже векторизовали себе таблицы или различные данные, и вы можете услышать страшные истории про то, что на самом деле рак не работает очень уж хорошо, да. Я себе сделал, находит стрёмно, находит неточно, находит с ошибками, и вообще говоря, это все выглядит красиво, но на самом деле работает не очень. Потому что для каждого кейса нужно настраивать векторизацию уникальным способом, потому что каждый кейс требует некоторой своей процедуры, которая поможет нам потом правильно извлекать данные. Например, что будет, если мы сейчас настроим векторизацию так, как мы делали это в прошлые разы, просто разобьем, например, там по чанкам в 600 или 1000 символов и таким образом засунем в нашу векторную базу данных. Что-то будет работать, да, то есть, например, представьте, если мы попросим нашего бота найти пункт ответственности заказчика, он найдет этот пункт, но окажется, что этот пункт был разделен ровно посередине, вот посюда, да, потому что векторизация закончилась, да, на этом моменте. То есть один кусочек будет в предыдущем чанке, а следующий кусочек будет уже в следующем чанке. Скорее всего, тогда бот найдет вот этот кусок, вот этот чанк, использует его как контекст и
только лишь половина формулировки окажется у вас в тексте. Вы наверняка этому не обрадуетесь и скажете, что ничего не работает. И с этим надо работать уникальным способом. Чтобы это произошло верно, давайте еще раз посмотрим на данные, которые мы получили после саммаризации. Мы получили данные, в которых содержатся полностью все формулировки, и так уж произошло, а на самом деле мы это специально настроили, что в этих данных между ними есть прямо специальный разделитель, да, фигурная скобка, запятая, фигурная скобка, да, если мы посмотрим на другие, тут тоже фигурная скобка закрывающая, да, запятая, фигурная скобка открывающая. И этим надо воспользоваться для того, чтобы максимально круто векторизовать эти данные. Если мы используем Character Text Splitter, прямо вот отсюда вы забираете, да, Character Text Splitter и присоединяете к вашему дата лоудеру, здесь нам нужно указать, во-первых, chunk size, то, что мы делаем каждый раз обязательно, а потом мы можем указать сепаратор. И смотрите, мы уже знаем, что наш сепаратор, да, между нашими формулировками выглядит вот именно таким образом. Что это даст, какую инструкцию для текст-сплиттера? Текст-сплиттер всегда будет искать ближайший сепаратор для того, чтобы отсечь данные по нему. То есть это нам даст такое преимущество, что каждой формулировки останутся не нарезанными на куски. Он будет всегда максимально пытаться оставлять целостность формулировки и векторизовать формулировку полностью. Но от слов к делу давайте попробуем. Мы настроили наш сепаратор, да, и теперь попробуем просто нажать Execute. Так, у нас выполняется наша процедура. Так, и посмотрите, что произошло. Вот наша характерная структура из векторизации, да. И смотрите, page content, да, row number 2, категория. И смотрите, он заканчивает формулировку прямо там, где она реально заканчивается в Excel, да. Давайте, вот тут заканчивается первая формулировка фразы в случае расхождений с приложениями. Смотрите, в случае расхождений с приложениями. Отлично. Это то, что нам прямо нужно было. Идем на следующую формулировку. Следующая заканчивается. Также исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность полученной от заказчика информации. Идем сюда. Также исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность полученной от заказчика информации. Это краеугольная штука. Мы только что векторизовали данные так, что формулировки остались целостными. Это то, что нам нужно для того, чтобы наш бот работал отлично. И если мы пробежимся, мы видим, что все формулировки остались прямо целостными. И если мы теперь откроем таблицу Documents в нашей векторной базе данных, давайте обновимся. Смотрите, и мы видим, что тут у нас 30 записей. Это ровно столько, сколько у нас было в нашей Excel таблице. И теперь, если мы откроем любую запись, да, то есть ее контент, мы видим, что это row number 21, да, и она заканчивается прямо своей точкой, да, то есть формулировки остались целостными, и у каждой из этих формулировок есть свой embedding, да, который вот мы можем видеть прямо тут. И также есть метаданные, которые указаны, да, которые указывают, из какого файла мы забрали эту формулировку. Отлично. Мы только что закончили с векторизацией именно таким образом, которая помогает нам использовать формулировки четко и полноценно. Теперь настало время создать нашего бота, который умеет обращаться к этим формулировкам и отсылать данные в Send4Sign, то есть тулзу, который умеет из текста или из запроса формировать конечные документы. Итак, мы с вами делали это уже несколько раз, да, это начало нашего бота. Мы с вами несколько раз настраивали Telegram таким образом, чтобы он мог понимать наш текст, или наши слова, наш голос для того, чтобы потом использовать это дальше. Мы не будем, опять же, делать это заново. Я вас отправлю в самое первое видео на этом канале. Мы прямо вот ровно эту процедуру делали, да. Мы учили его распознавать, это голос, либо обычный текст. И если это голос, то транскрибировать его. Если это текст, то, соответственно, посылать дальше этот текст. Каким образом настраивается Telegram? Вы помните, нам нужен бот-фазер, да, в нашем Телеграме. Это бот, который умеет создавать других ботов. Он вам создаст вашего бота, отдаст вам уникальный API-ключ этого бота для того, чтобы вы вставили это в креды прямо здесь, да, у меня уже есть мой бот. Дальше мы делаем свитчер, да, мы понимаем, это голос, либо не голос. После этого, если голос, мы используем OpenAI транскрибатор для того, чтобы превратить голос в текст. Если это текст, да, мы прямо напрямую отправляем дальше этот текст по нашему workflow. Дальше мы пишем небольшой код. Мы опять же делали это в предыдущих видео. Если это текст, мы хотим его то есть input из Телеграма, да, оставить в переменной текст, да, если это chat-ID, мы прям сохраняем JSON-чик chat-ID, соответственно, он всегда будет на выходе из этой ноды наш маленький JSON-чик, где будет два поля, текст и chat-ID, которые будут всегда содержать нужную информацию, вне зависимости от того, вы что-то надиктовали, либо вы что-то прям написали в вашего бота. И дальше мы накидываем прямо ноды, которые мы уже делали, множество раз, да. Нас интересует нода AI Agent, да, то есть вы ее прямо отсюда накидываете.
накидываете AI Agent, да, туда вы накидываете тулзу, которая называется Vector Store, да, и, собственно, подключаете к этому всему ваши модели, которые будут процессить всю эту информацию. Что тут важно, да? Мы только что использовали Supabase для того, чтобы векторизовать данные, да, и поместить это в таблицу Documents, да. Это значит, что мы должны для нашего второго бота, уже который работает на чтение, на самом деле использовать ту же самую таблицу Documents и прописать ему очень маленькие инструкции. Например, я его назвал Vector Store. Я говорю, это тулза, которая называется Vector Store. Используй только для определенного кейса. Я сейчас объясню, зачем это нужно. Мы хотим, вообще говоря, каждый раз, когда работаем с нейронками, экономить ресурсы. Мы сейчас пропишем в нашего агента довольно важные инструкции. Смотрите, мы можем же ведь попросить агента делать разные вещи. Например, мы можем просто с ним общаться, да, вот мы, например, просто ему скажем «привет». Хотим ли, чтобы мы каждый раз, когда говорим боту «привет», бот шел в векторную базу данных, например, искал релевантные чанки информации? Что он найдет по фразе «привет»? Он найдет всякий мусор, и мы потом будем расстраиваться. Это решается несколькими способами, да, но самый простой способ — это прям прописать системный промпт для этого агента, который будет руководством для этого бота. В каких случаях использовать, например, векторные данные, в каких случаях не использовать векторные данные. Что я хочу? Я прямо пишу ему, что у тебя будет две опции, и ты помогаешь только выбрать между этими двумя опциями. Если пользователь говорит простые фразы или задает самые простые вопросы, да, или не просит тебя использовать твою библиотеку формулировок, в которой у нас уже сохранены наши формулировки, не используй Vector Tool. Никогда не используй Vector Tool. В этом случае просто отвечай, у меня нет никакого контекста, да. Это нам существенно сэкономит наши ресурсы, потому что мы каждый раз не будем выходить в векторную базу данных и осуществлять там тот самый similarity search, да, который позволяет искать релевантные чанки информации. Но если пользователь напрямую тебя попросил использовать библиотеку формулировок, пожалуйста, иди в векторную базу данных и найти все релевантные формулировки, которые пользователь тебя попросил найти. Да, никогда ничего не выдумывай, да, просто следуй инструкциям. И на этом наш агент готов. Теперь, когда у нас есть такой инструментарий, у нас есть, по сути, классная вилка. Если мы просим бота использовать библиотеку наших формулировок, он конкатинирует все формулировки, которые считает релевантными, и отправит это дальше. А если мы не просим использовать эти формулировки, он просто пройдет дальше и ответит, типа, ничего не добавлю сюда, к этому, да, к нашему запросу, который мы прислали из Телеграма. Так, теперь мы должны как раз присоединить тулзу, которая помогает нам собирать документы вообще из запросов пользователей в единый красивый документ. Эта тулза называется Send4Sign. Мы идем на send4sign.com. Так, это тулза для как раз встроенных контрактов, да, для того, чтобы создавать, менеджерить контракты через API-запросы. У них тут масса всего есть, но нас интересует конкретная функциональность, которая позволяет нам как раз через голос, нормальный человеческий текст работать с контрактами, да. Мы идем в документацию, да, и здесь отдельная вкладка, называется AI API, да, которая позволяет генерировать соглашения, используя человеческий голос, да. Здесь масса чего можно делать. Нас конкретно интересует create contract in a free формат, да, то есть мы можем создавать контракты в свободном формате, да. Тут также можно создавать из темплейтов, либо заполнять темплейты. Мы с этим потом разберемся. Нас конкретно интересует возможность создавать контракты в свободном формате. Так, мы идем обратно в Send4Sign, да, нажмете здесь Get Started, вас система проведет через анбординг небольшой, да, и дальше нас тут вообще ничего не интересует, кроме как API ключи, да, то есть здесь можно забрать наш API ключ, да, нажать кнопочку Copy, и здесь можно забрать клиентский ключ, это как раз то, что в документации указано, да, как то, что мы должны засунуть в хедер, ваш клиентский, ваш API-ключ, и потом уже просто человеческая фраза, там, что мы хотим сделать. Отлично, мы забрали наш API-ключ, да, мы забрали наш клиентский ключ и создаем ноду HTTP-request, который мы будем посылать непосредственно в Send4Sign. Добавляем HTTP-request, да. Так, и здесь есть такое понятие, как импортировать из curl, да, мы прямо из документации все это забираем, вставляем сюда, импорт. Отлично, смотрите, у нас прямо сразу все импортирует. Это пост-запрос по определенному URL, да. Здесь мы вставим ваш API-ключ, здесь мы вставим ваш клиентский ключ, и здесь просто Hello World уже можно посылать. Да, я сейчас вставлю себе API-ключ и клиентский ключ, и будем пробоваться. Так, я только что вставил сверху API-ключ и клиентский ключ, и просто скажу, давайте прямо по-русски.
Привет, как ты? Мы проверим работоспособность, в принципе всей системы, да, отсылаем запрос. Он выполняется. О, отлично, я всего лишь программа, но готов помочь вам с созданием контрактов или ответить на ваши вопросы. Отлично, система работает, и там в документации указано, что как только он создает для вас контракт, да, или подписантов этого контракта, вот эти поля будут заполнены, соответственно, можем менеджерить гибко ответы, да, их потом парсить или включать в наш ответ, если те или иные поля заполнены, либо не заполнены. Отлично. Давайте чуть-чуть модифицируем, да, меня интересует, чтобы здесь был сам user questions, и мы его прокидываем прямо из all the data, то есть оригинальный вопрос, мы же не хотим, чтобы он трансформировался, но мы помним, что из нашего агента на выходе мы просили возвращать, если это простой вопрос, то не возвращай ничего, просто возвращаешь там no context, да, а если это вопрос сложный, и ты сходил в библиотеку наших формулировок, то саммаризуй, то есть склей вместе все формулировки, которые ты считаешь релевантными запросу, и отдай их дальше. Соответственно, мы хотим это отработать, да, что если наш агент отработал, да, и, соответственно, он что-то вернул, мы хотим это вставить прямо как отдельный контекст, вот JSON output, это будет output из нашего агента. А оригинальный запрос, который мы получили прямо из Telegram, мы никогда не хотим менять, пускай он прямо уходит в send4sign как есть. Так, ну давайте прямо попробуем, пока не завершая flow, задать какой-то вопрос, который нас интересует. Там, можем ли мы сходить прямо в нашу векторную базу, да, и какую-нибудь формулировочку оттуда достать. Например, ответственность за утрату груза. Да, ну хорошо, давайте. Прямо так и попробуем его спросить. Так, он подсоединен к нашему телеграмму, да. Так, привет, подготовь еще один контрактик в свободной прям форме, но включи туда пункт про ответственность за утрату груза. Это очень важно. Так, послали голос. Так, смотрим. Он должен... Так, пошел. Ага, о, отлично. Так, вот смотрите, пожалуйста, уточните, между какими сторонами должен быть составлен контракт, какие контактные лица должны быть указаны. Давайте посмотрим, а сходил ли он в векторную базу данных. Он не сходил в векторную базу данных, потому что мы с вами прям прописали ему условия. Если человек прямо просит тебя сходить в библиотеку абзацев, тогда ходи. Видите, он как бы умнее чуть-чуть нас, потому что я сам забыл это сказать, да? Давайте попробуем еще раз. Так, давай еще раз. Прямо сходи в нашу библиотеку формулировок, найди там пункт про ответственность за утрату грузов и сделай мне новый контрактик в свободной форме, где прямо этот пунктик стоит. Спасибо. Так, посмотрим, насколько мы теперь его как бы запрос удовлетворили. Отлично, он сходил в нашу векторную базу данных, да. Что сейчас он комбинирует вместе эти запросы и отправляет это в send4sign. Пока он отправляет, давайте посмотрим, что конкретно он сделал. Он нашел, да, ответственность за утрату груза, которая называется в случае полной или частичной утраты груза. Идем сюда. В случае полной или частичной утраты груза, также его повреждения. То есть он прямо нашел нужную формулировку, вставил его и отдал это в send4sign. И send4sign, кстати, уже что-то сделал, да, и, судя по всему, он даже нам сделал контракт, который мы можем открыть с помощью публичной URL. Да, так как он нам дает это объектом, да, мы сейчас еще напишем небольшой код, который как раз этот объект, ну, скажем так, работает с ним таким образом, чтобы это потом приятно было отдавать в Telegram. Так, и добавим две ноды. Первая нода код, который мы часто очень используем, да, наш send4sign, он дает же эти поля в зависимости от того, создал он что-то, да, создал контракт, либо не создал, создал реципиента в контракте, либо не создал. И в зависимости от этого всего, да, он формирует ответы. И давайте прямо напишем код, который предусматривает это, да. Если contract name существует, тогда в message добавь название, да. Если public URL существует, тогда в ответный месседж добавь прямо ссылочку. Прямо сделаем HTML, да. И на выходе мы добавим ноду Telegram Send Message, да, то есть это ответ по Телеграму. То есть мы туда укажем наш чат ID, который мы сохранили в нашей ноде All the Data, да, и мы туда добавим message, который мы только что получили из предыдущей ноды. Но обязательно здесь нужно будет добавить add field. Да, давайте сейчас это уберем. Вот, add field. И здесь должен быть parse mode, да, и укажите HTML, потому что в предыдущей ноде мы прямо возвращаем HTML, и тогда это будет все выглядеть красиво. Давайте попробуем прямо тогда выполнить этот. У нас же уже ответ есть от send4sign, да? Давайте выполним. Так, отлично. Да, он месседж сформировал, это какой-то HTML, а теперь если тут execute, смотрите, он нам раскидал этот месседж, да? И очень красиво все это прямо упаковал. То есть, по идее, если мы вернемся... смотрите, вот у нас прямо красивый ответ и сформирован динамически в зависимости от того, какие поля нам отдал send4sign.
Так, и теперь у нас прямо есть возможность проверить полностью этот флоу, да, то есть мы хотим прямо нормально так залезть в нашу библиотеку шаблонов, попросить сформировать документ в свободной форме, да, и таким образом работать с Send4Sign. Так, давайте пробовать. Так, что меня теперь интересует? Опять же, мне нужен новый контракт, да, в свободной форме. Там я хочу, чтобы ты такие штуки мне указал. Так, это будет, например, контракт на доставку груза, там будут запчасти, будет о рога и копыта с нашей стороны, да, с той стороны возим вместе, да, с нашей стороны будет контактное лицо Илья Иванов, с той стороны будет Игорь Петров, да, и давай туда вставим из нашей библиотеки формулировок прямо пункт про страхование груза. Спасибо. Так, и вот нам возвращается ответ. Так, контракт на доставку груза успешно создан. Получатели Илья Иванов, Игорь Петров, все точно. И вот там даже ссылка на документ. Так, мы сейчас с вами смотрим. Так, контракт на доставку груза. Здесь указано уже все верно. И пункт о страховании груза. Давайте посмотрим, насколько... Так, заказчик самостоятельно принимает решение, да? Так, заказчик самостоятельно принимает решение о страховании груза на период транспортировки, несет ля-ля-ля. Да, отлично. То есть все, что мы хотели, да, контракт, который у нас оказался здесь, да. Потом же это публичная ссылка, которая создана только для того, чтобы мы могли, например, что-то подредактировать, да, в этом контракте. Но мы всегда можем потом нажать логин, да, провалиться в наш workspace, соответственно, там же этот контракт тоже будет лежать, да, это персональная ссылка только для нас, чтобы мы поредактировали. Но таким образом мы можем достигать довольно неплохих результатов в автоматизации документооборота. В следующие разы мы поговорим про то, каким образом мы можем заполнять прям шаблоны, если мы не хотим прямо никакой вольности, да, в создании контрактов, прямо только в четких местах будут занесены данные, которые нам нужны. И на этом все на сегодня. Надеюсь, было интересно. Обязательно еще раз подпишитесь на наш YouTube канал, да, поставьте лайк, это важно. Посмотрите этот шаблон в нашем бесплатном телеграм-канале и обязательно идите в нашу про-группу. Там просто гиперглубина, ответы на самые сложные вопросы. И мы там просто делаем клевые вещи. Всем пока!